Здравствуйте! В этом видео я расскажу о грунте для масляной живописи. Часто спрашивают в личных сообщениях и на занятиях прояснить какие-то моменты. Я заметил, что для очень многих непонятен сам принципиальный смысл грунта и насколько важны те или иные его свойства для удобства работы, конечного результата и сохранности живописи. Поэтому решил записать это видео, чтобы была возможность отсылать к нему, да и тема эта важнейшая для художника. Итак, что такое грунт для масляной живописи и для чего он нужен как таковой? Многие начинающие художники совершенно недооценивают все значение грунта для своей живописи. Берут первый подвернувшийся холстик из магазина, часто подешевле, и пишут. Это примерно то же самое, если бы вы захотели построить дом в любом понравившемся вам месте, причем без фундамента. Что может случиться впоследствии с таким строением, понятно, все что угодно. Начинающий художник часто не понимает, почему краска по одним холстам то слишком скользит по поверхности, то сразу загустевает. Работа из яркой и живописной на следующий день может стать тусклой и невзрачной, белесой или вообще покрыться непонятными пятнами. Думаю, многим художникам это знакомо. Так ведет некачественный или неправильно подобранный грунт. Если коротко, любая грунтовка – это состав, наносимый первым слоем на какую-либо поверхность для создания прочного сцепления верхних слоев краски с основой и выравнивания ее впитывающей способности. Но у грунтов для масляной живописи есть определенная специфика. Живопись маслом с технической стороны, если упростить, это нанесение масляных красок на какую-либо поверхность. И этими поверхностями могут служить самые разные основания. Обычно это льняной холст, ХБ-полотно, картон, деревянная доска, бумага, арголит, оштукатуренная стена и так далее. Как правило, эти поверхности очень впитывающие, и по ним нельзя писать красками без нанесения грунта. В противном случае большая часть масла из красок впитается в основание, тем самым пигмент останется без связующего. Такая живопись будет абсолютно непрочной механически, ее краски потеряют глянец, станут пожухшими и некрасивыми. Произойдет также заметное изменение тона и оттенка самих красок. Более того, проникшее в основу масло, например, в холст, картон или ХБ-полотно, со временем может разрушить его. Масло из краски проникает в целлюлозу, свободные жирные кислоты, содержащиеся в масле, частично разрушают ее, от этого целлюлоза становится хрупкой и при механических воздействиях легко ломается. Так вот, чтобы изолировать основание от масляной краски, придать ему определенный цвет и свойства, и нужен грунт. Он может быть гладким или фактурным, скользким, шероховатым, умеренно тянущим масло из красок или же его не впитывающим вовсе. И важнейшая задача грунта – обеспечить прочную, надежную связь основы с живописным слоем. Для каждой живописной задачи и техники желательно выбрать соответствующий грунт, который обеспечит и ускорит работу. Правильно подобранный грунт порой имеет решающее значение для удобства работы и, главное, конечного результата. Важно научиться или подбирать готовые, подходящие под ваш стиль живописи качественные грунтованные полотна, или же научиться грунтовать самостоятельно, или дорабатывать уже имеющиеся в продаже не очень качественные поверхности. Сразу скажу, что научиться качественно грунтовать достаточно непросто. Особенно это касается проклейки холста. А перед грунтовкой поверхность в большинстве случаев нужно еще грамотно проклеить. Именно проклейка вызывает большие сложности. По своему опыту скажу, я грунтовал свои полотна очень большой период времени, стабильно, качественно проклеивать холст так не научился, слишком много нюансов. Поэтому в последние годы я пришел к простой финишной догрунтовке покупного холста. Это экономит много времени и, главное, ты всегда уверен в результате. Но считаю, что каждому художнику, пишущему маслом, очень полезно уметь самостоятельно изготавливать грунты под свои задачи. Ну или хотя бы понимать, как работает грунт и как его свойства влияют на финальный результат. В этом видео я не стану рассказывать о способах проклейки и грунтовки. Таких рецептов множество в интернете. Здесь я лишь хочу дать вам понимание самой сути происходящих процессов и как работает грунт.
Так вот, мы разобрали, что одна из задач грунта – изолировать поверхность, например, какую-либо ткань от масла и красок. Вторая важнейшая задача – надежное сцепление, приклеивание по научным адгезиям масляной краски к грунту. Как это обеспечить? Масляная краска, если упрощенная, это цветной пигмент и разные наполнители, растворенные обычно в льняном масле. Масло из нанесенной краски должно частично проникать в грунт, пускать как бы корешки в его поры и после высыхания, полимеризации, таким образом закрепляться в нем, создавать надежную связь с поверхностью. И здесь очень важно найти нужный баланс именно в тянущем свойстве грунта. Масло не должно сильно просачиваться сквозь поры грунта, и в то же время грунт не должен быть абсолютно не впитывающим масло. Связующее в составе грунта и может быть клей, акриловый полимер или другой компонент по высыханию закрывает поры, промежутки между твердыми частичками наполнителя, входящим в его состав. Например, между частичками белил, мела, каолина, гипса и тому подобное. С небольшим количеством связующего высохший слой грунта можно сравнить с промокашкой, куда с той или иной интенсивностью будет уходить масло из красок. Иногда это выражено так явно, что даже трудно работать, кисть прямо останавливается на ходу в моментально загустевающей краске. Возможно, это кому-то приходилось почувствовать. Тут важно понимание принципа. Чем меньше связующего в грунте, в составе грунта, тем он более тянущий. И наоборот, чем больше связующего в составе грунта, тем меньше возможности масла уйти в него. Гладкий, совершенно не впитывающий в себя масло грунт, как, например, грунт масляный, не способен создать хорошую адгезию с масляной краской. Живопись, особенно корпусная, объемная, со временем может просто отслоиться от такой поверхности. Да и работать на таком грунте очень неудобно. Краски скользят по поверхности, как по стеклу или как по клеенке. Кисточка постоянно процарапывает краску до основания, например, до белого основания, что не всегда красиво и не всегда нужно. Другая крайность – сильно тянущий или некачественный грунт. Он делает живопись матовой, понижает ее тональную контрастность, и в крайнем случае масло просачивается на обратную сторону полотна темными пятнами, что недопустимо вообще. Работать по такой поверхности становится трудно, краска слишком загустевает, блекнет. Если тянущая способность грунта неравномерная или он нанесен с нарушениями, появляются пожухшие пятна на живописной поверхности. Иногда они проявляются в виде множества маленьких темных пятнышек на узелочках холста. Так ведет себя некачественный грунт или поврежденный грунт. На участке с нормальной впитываемостью краска лежит хорошо, а на поврежденных участках масло сильно уходит в грунт, оставляя матовый, потемневший пигмент в виде грязного пятна, грязных пятен или же мелких досадных пятнышек. Думаете, это всем знакомо. И, к сожалению, часто это проявляется не сразу, а лишь через много часов или вообще на следующий день, что портит не только картину, но и, собственно, весь живописный сеанс идет насмарку. Многие начинающие художники чуть ли не годами пишут на подобного рода некачественных поверхностях и не понимают, в чем причина их неудач. И в принципе вина за это часто лежит на производителя. Если холст предназначен для акриловой живописи, это одно, но если на покупном полотне или картоне написано «для масляной живописи», такое поведение грунта недопустимо. Хороший, крепкий, многослойный, предназначенный для масляной живописи грунт, причем правильно нанесенный, достаточно дорог. И недобросовестные производители часто экономят. Экономят прежде всего на количестве слоев грунта и на проценте связующего в его составе. Например, дорогостоящий акрилат в акриловых грунтах, он дорогой, соответственно, производитель немножко экономит. Это касается, например, недорогих китайских холстов, продающихся сейчас под российскими брендами. Такие холсты не стоит покупать, или же нужно уметь их дорабатывать, догрунтовывать. Как это делать? Прежде всего, немножко матчасти. Как правило, поверхность перед грунтованием проклеивается, как я уже сказал. Это почти всегда обязательная операция. Несколько слоев клея забивают поры, выравнивают впитывающие свойства поверхности и подготавливают к грунтовке. В
проклейке нет никаких пигментов и наполнителей, обычно только клей, желатин, столярный клей или рыбный клей, антисептик и пластификаторы. И уже на эту проклейку наносится несколько слоев грунтовки. В двух словах расскажу о видах и характеристиках 4 основных грунтов под масляную живопись. Грунты под живопись маслом обычно бывают клеевыми, масляными, эмульсионными и акриловыми. Есть еще экзотические, но их рассматривать не буду. Итак, коротко расскажу об этих 4. Первый – это старый традиционный клеевой грунт на костном или рыбьем клеях. Грунт, тянущий масло, достаточно хрупкий, без пластификатора. Без антисептиков может со временем заплесневеть и погубить живопись. Сейчас мало используется ввиду его капризности и непредсказуемости. Второй – грунт масляный, он же кошмар реставраторов. Обычно это раствор цинковых белил в льняном масле. Сейчас также мало используется ввиду плохой адгезии с красками и необходимости длительной выдержки перед живописью около года до 2 лет. От года до 2. Из достоинств этого грунта живопись на нем красивая, сохраняет высокую тональность и насыщенность, так как масляные краски на нем практически не прожухают. Масло не уходит в грунт, остается на поверхности, отсюда сохраняется красивая маслянистая насыщенность живописи, но как недостаток плохое сцепление. Краскам некуда пустить корешки, пастозная корпусная живопись на таком грунте вообще не держится. Огромное количество старой живописи, собственно, погубил именно этот вид грунта. Эмульсионный грунт. Это раствор масла в водном клее в разных пропорциях. По впитывающей способности что-то среднее между клеевым и масляным грунтом. Чем меньше в составе масла и больше клея, тем выше впитывающая способность такого грунта и наоборот. Этим соотношением и регулируется его тянущая способность и, соответственно, глянцевость или матовость живописи. Качественно изготовить самостоятельно такой грунт достаточно сложно, к тому же эмульсия нестабильная и в приготовленном виде быстро расслаивается, не хранится долго. Грунт хороший, но также уходит в прошлое, вытесняемый более технологичными акриловыми грунтами. Кстати, у меня есть видео, как замешать эмульсионный грунт прямо на холсте перед работой. Посмотрите, очень рекомендую такой вид грунтовки, как вариант до грунтовки покупных холстов. Грунт акриловый. Различают 2 видов: универсальный среднетянущий и сильно тянущий типа Гесса. Гесса, он же Левка, в своем составе имеет мало акрила и много гипса или мела, разных наполнителей, поэтому достаточно хрупок и сильно впитывает масло. Ввиду своей хрупкости лучше использовать на жестких основах и применяется в особых техниках масляной живописи. Для большинства же видов масляной живописи подходит именно универсальный акриловый грунт. Он также подходит для живописи акрилом и темперой, поэтому и назван универсальным. Художественный акриловый грунт укрывист, быстро сохнет, со временем стабилен, что очень важно, не желтеет и остается эластичным. За более чем 50-летнюю свою историю не было замечено никаких изменений. Обеспечивает отличное сцепление с масляными красками, так как масло из красок может частично впитываться в его поверхность. Сейчас акриловые универсальные грунты считаются лучшими грунтами для живописи маслом. Среди множества достоинств этого грунта есть и недостаток. Может дать провисание холсту ввиду своей высокой эластичности. Особенно это заметно на ХБ-полотнах. Так вот, как выбрать готовый холст в магазине? Кстати, в продаже сейчас 80%, наверное, это акриловые грунты. Реже встречаются эмульсионные и в редчайших случаях для специалистов масляные и клеевые. Продается ли холст рулоном, ткань ХБ, синтетика или лен, загрунтована у него лицевая сторона без торцов, это не так важно. В любом случае грунт может быть разного качества, как плохим, так и хорошим. Первый показатель – цена. Очень привлекательная цена должна вас насторожить. Тут сэкономили или на полотне, или на составе грунта, на технологии нанесения грунта и проклейки, или на всем сразу. Хороший акриловый грунт наносится до 7 тонких слоев с естественной просушкой. По крайней мере, так заявляют лучшие производители из Европы. Еще в магазине нужно посмотреть полотно на просвет,
Недопустимо сквозное просвечивание между нитями полотна, между его плетением. Грунт должен быть сплошным, и сам грунт не должен выступать на обратную сторону ткани. Это говорит о плохой проклейке. Также при надавливании пальцем на холст не должно быть слышно никакого хруста. Даже легкое похрустывание грунта говорит о его переклеенности или проклейке с малым количеством пластификатора. Это также недопустимо. Масло будет уходить в такие трещинки, и это также сильно повлияет на качество живописи. Итак, холст не хрустит, не светится, вы его купили, принесли домой. Дома можно проверить качество грунта с помощью воды. В том числе так проверяются грунтованный под живопись картон и холст на картоне. Можно брызнуть водой на лицевую сторону, растереть ладонью и посмотреть, насколько быстро уходит вода. В идеале она должна несколько минут лежать на поверхности, испаряться лишь слегка и уходить в грунт. Белый грунт не должен потемнеть от воды, это говорит о слишком большой впитываемости. Любое подозрительно быстрое исчезновение воды говорит о низком качестве грунта. Лучше не рисковать и догрунтовать такую поверхность. Как проще всего догрунтовать сомнительный холст? Проще всего пройтись в 1, 2 или 3 тонких слоя, зависит от степени впитываемости, покупной художественной акриловой грунтовкой. Именно грунтовкой для масляной живописи из магазина для художников. Вдоль и поперек волокон полотна. Делать это можно широкой щетиной, кистью, валиком, кому чем удобно. Я делаю это с помощью одноразовых поролоновых губок. Грунт можно слегка разбавить водой. Инструкция обычно на этикетке. Главное прокладывать грунтовку очень тонко. Чем тоньше слой грунта, тем он эластичнее. Толстый слой грунтовки, во-первых, некрасиво забьет поры холста, но главное может дать микротрещины, в которые также будет уходить большое количество масла, и также может сказаться на живописи. Просушка между слоями не меньше 2 часов, после чего неприятных сюрпризов как в процессе работы, так и после не должно случаться. На всякий случай по окончанию также проверьте с помощью воды впитываемость вашей поверхности. Поверхность акрилового грунта должна быть чуть шероховатой, матовой, не слишком впитывающей. Если она будет иметь блеск, что можно увидеть в отражении окна, это также скажет о какой-то переклеенности уже акрилом. Также грунтовку можно сделать самостоятельно из хорошего акрилового лака. Например, глянцевого акрилового лака для паркета. В таких лаках очень много акрилата. И таких наполнителей, как диоксид титана, мел, каолин для шероховатости. В этом случае грунтовка будет намного дешевле магазинной, к тому же вы сможете управлять ее свойствами, делать более или менее тянущей, более густой, плотной и так далее под свои задачи. Такой состав легко окрашивать. Я, кстати, использую только свои виды грунтовок и текстурных составов на основе такого акрилового лака паркетного. Как-нибудь расскажу об этом позже. Акриловую грунтовку, как магазинную, так и самодельную, легко окрашивать, делать текстурные эффекты и прочее. Обычно грунт делают белым, но при желании ему можно различными способами придать любой оттенок, причем непосредственно перед работой. Но работая на цветных грунтах, не надо забывать, что масляному слою красок в тонких слоях с течением времени свойственно приобретать небольшую степень просвечивания. Краска как бы прозрачнее немножко становится через какое-то время, через годы. И поэтому цвет грунта в дальнейшем будет проступать сильнее, чем в свеженаписанной картине. Это важно учитывать. Да, и вот частый вопрос про использование в качестве грунта водоэмульсионки и клея ПВА. Водоэмульсионную хозяйственную краску в качестве грунта использовать нежелательно, даже самую дорогую и качественную. В составе водоэмульсионных красок недостаточное количество акрилата. В лучшем случае получается тянущий грунт типа Гесса, но без гарантии ни пожелтения и прочих неприятностей в будущем. Так как полный состав этих водоэмульсионных красок часто неизвестен, у художественной грунтовки упрощенный состав, который состоит обычно из акрила, диоксида титана, небольшого количества разных наполнителей типа мела и каолина, а также антисептик, эмульгатор и некоторые другие необходимые компоненты. Все они инертны и химически не взаимодействуют с пигментами красок.
Также лучше не рисковать и не использовать самодельные грунтовки на основе ПВА. Поливинилоацетатная дисперсия, особенно низкокачественная, может придать со временем желтизну грунту. И становится это заметно, к сожалению, не сразу, а спустя время. Это проверено личным опытом. Испортило много работы. Вот. Пожалуй, все. Очень советую немного глубже изучить данную тему в связи с ее важностью, изучить какие-то рецепты. Вот. Так что будьте грамотны, а на сегодня все. Удачи!